якобы киевский режим хочет то ли взять под контроль станцию и, соответственно, взять под контроль транзит, то ли вообще прекратить транзит российского газа в Европу. На твой взгляд, какая из этих версий имеет за собой более стопроцентную версию? Никакой. Пункт первый. Не взять под контроль территорию вокруг газоизмерительной станции Суджа очень сложно. Если посмотреть по геолокации, расстояние от государственной границы до территории газоизмерительной станции Суджа 561 метр. Мимо нее просто нельзя пройти. Первый момент. Второй момент. В официальном канале, телеграм-канале «Газпрома» было выступление ответственного человека, который ничего не сказал по поводу того, как работает станция, нет ли каких проблем с персоналом. У меня все-таки есть подозрение, что если бы у персонала хоть какие-то проблемы были, мы бы об этом точно узнали. Если смотреть по данным объективного контроля, транзит как продолжался, так и продолжается. Традиционно немножко меняются объемы, но «Газпром» всегда подает в соответствии с заказами от своих европейских партнеров. Там вокруг 40 миллионов кубометров в сутки, плюс-минус. Напомню вообще, что такое станция Суджа. В договоре о транзите 2019 года, который в декабре этого года заканчивается, пункт «качай и или плати» имеется. То есть «Газпром» обязан подавать газ, чтобы не платить штрафные санкции в адрес тех же европейских партнеров и в адрес компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Такое вот они название придумали. Газ поставлялся через две газоизмерительные станции, Сохрановка и Суджа. В мае 2022 года тот самый оператор газотранспортной системы Украины заявил, что наступили форс-мажорные обстоятельства, газ через Сохрановку принимать не будет. «Газпром», естественно, спросил, а в чем заключаются форс-мажорные обстоятельства. Неплохо бы, в договоре все есть, укажите пункт. Ну, на мой взгляд, это был детский лепет какой-то в ответ. Сохрановка – это территория Луганской Народной Республики, ну, или в исполнении этих киевских деятелей Луганской области. Нет уверенности в том, что не будет осуществляться незаконный отбор газа. Ответ «Газпрома» – приезжайте, контролируйте, кто вам мешает. Любая инспекция в любое время. Мы не считаем это форс-мажором. Пункт в договоре найти не удалось. С той поры, вот уже больше 2 лет, «Газпром» ежедневно направляет заявку на транзит газа для того, чтобы получать ежедневный ответ. Просто, чтобы не попасть под действие того самого пункта «качай и или плати». Мы просили возможность прокачать, вы нам не дали. Что-то такое киевские власти и же с ними бурчали о том, что можно увеличить объем поставок через Суджи. Ответ был, вот есть текст договора, написано сколько. Получаете, получаете. Все. На этом, собственно говоря, все и закончилось. Проводить вот такую операцию для того, чтобы получить контроль над станцией Суджа, ну, вообще это участок знаменитого газопровода Уренгой-Помара-Ужгород по территории Украинской Советской Социалистической Республики, продолжительность маршрута 1100 километров. То есть для того, чтобы контролировать транзит, для того, чтобы прервать транзит, за 2 года у киевских властей возможностей было бесконечное количество. На той же территории 8 компрессорных станций можно было останавливать любую. В любой момент, придумав какую-нибудь причину, наговорить глупостей в Киеве всегда умеют. Это у них профессионально, но сообщили бы, там с неба упал российский танк, все раздавил. Все, ничего не знаем, транзит прекращен. Так что версия не проходит никоим образом. Судя по тому, что транзит продолжается, никто договоренности по поводу транзита нарушать не собирается. Причины понятны. России нужны деньги для того, чтобы в том числе проводить специальную военную операцию. Киев деньги за транзит получает. Тоже, надеюсь, куда-то там используют. Карманов уже много там. Есть куда использовать. Есть. Так что версия не проходит. Кто бы что бы ни рассказывал. Хорошо. Если в этой ситуации станция, ну, скажем так, не имеет такого большого стратегического значения для транзита газа, как ты прокомментируешь то, что на европейских газовых рынках цена
взлетела, по-моему, до 430 долларов за 1000 кубометров. Там и 450, и И 460 было. да. Ну, то есть ценник такой, по-моему, декабря прошлого года, когда Ну, да, так в этом- хорошенечко взлетели. И в этой ситуации ты уже упомянул, что транзит в любом случае, ну, договор о транзите заканчивается декабрем. Кто больше всего пострадает от прекращения этого транзита? Мы с тобой как-то уже говорили вскользь в одной из программ, да, ну вот давай пройдемся еще раз. Ну, давайте еще раз. Уренгой, Помара и Ужгород. После Ужгорода он уходит раньше уходил на территорию Чехословацкой социалистической республики, на день сегодняшний. Первая европейская страна Словакия, дальше Чехия, Венгрия и заканчивается все в Австрии на газовом хабе Baumgarten, он же Central European Gas Hub. И уже оттуда шли и идут трубопроводы в сторону Италии. То есть вот, газ по этому маршруту можно до самого юга Европы прокачивать. Вот так-то выглядит. Будет ли продлен транзит? Судя по многочисленным заявкам из Киева, нет, ни в коем случае. Мы ни за что не подпишем с вами новый договор. Я проскакала 300 миль, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны. Так это как-то выглядит со стороны, потому что сначала заявляли об этом какие-то политики, потом руководство «Нафтогаза», потом руководство оператора газотранспортной системы. Вот они по очереди заявляют, что продлевать не будем. Вариантов не продлевать транзит, но не продлевать договор транзита, не подписывать новый, но продолжать поставки, собственно говоря, два. Первый. Киев как государство, как страна, подписавшая договор об ассоциации с Европейским Союзом, начинает работать по европейским правилам. Ежедневный аукцион на свободные транзитные мощности. Наверняка будет много-много желающих. Из России чей только газ не идет. И, соответственно, правила предписывают аукцион на сутки, аукцион на 2 недели, на 3 месяца, вплоть до года. В этом случае Украина соблюдает правила Европейского Союза, так сказать, сделать хорошее лицо при плохой игре. Да, можно, все в порядке, договоров нет, каждый день кто-то приходит на аукцион, что-то там куда-то поставляет. Это первый вариант. Второй вариант – точка сдачи. Если по ныне действующим долгосрочным договорам доставка идет до страны получателя, ну, по крайней мере, до Баумгартена, там достаточно крупное подземное хранилище, оттуда уже можно разбирать в разные страны по газораспределительным сетям, перенести ее на текущую границу России и Украины. Я хорошее слово придумал. Текущая граница России и Украины. Она что-то в последнее время меняться стала. Но с такой инициативой к «Газпрому» должны выходить его европейские партнеры. Словацкие компании, чешские, венгерские, австрийские. Ну, как минимум. Может быть, даже дальше. Пока в открытых источниках ничего о таких переговорах не известно. Ну, что вовсе не говорит о том, что такие переговоры не ведутся. Просто мы об этом не знаем. Если стороны до чего-то договорятся, они договорились. А если нет, то нет. Так что проблемы возникают у этих стран, но Венгрию вычеркиваем. Еще в конце прошлого года, осенью, премьер-министр Венгрии, в общем-то, с гордостью заявил, что достигнуто соглашение с «Газпромом», в том случае, если будет прекращен транзит через газотранспортную систему Украины, те 4 миллиарда кубометров в год, которые Венгрия получала по этому маршруту, будут идти по турецкому потоку, который после пересечения границы с Болгарией называется Балканским потоком. Там маршрут тоже известен. Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Все участки газопровода построены, все в полном порядке. Напомню, что общая мощность турецкого потока 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Половина остается в Турции для ее спроса, для удовлетворения ее спроса, остальное вот по балканскому маршруту уходит дальше. А Венгрия подстраховалась. Словакия, Чехия, Австрия нет. Как они будут выкручиваться из этой ситуации, сказать сложно. Но более-менее понятна ситуация с Чехией. Да, северные потоки взорвали по приказу из Вашингтона, но вся наземная инфраструктура, что у нас в России, что у них в Европе, цела. Маршрут Северного потока первого из Германии с бережка проходил через Чехию.
поскольку Германия в том самом месте, где был вход Северного потока на их территорию, поставила плавучий регистрационный терминал. Вот новый маршрут доставки газа для Чехии. Где-то закупаем СПГ по каким-то ценам, договариваемся об услугах с немецкими компаниями. Кто-то должен газ регазифицировать, привести в обычное состояние, кто-то должен прокачать по газопроводу. С учетом того, что мы в последнее время слышали, не все там ладно. Германия время от времени то увеличивает стоимость транзита, то просто не поставляет газ со словами «мне самой надо, а ты подождешь». Ну, это уже, опять же, не наша проблема. Словакия ровно то же самое. Газопроводы, объединяющие газовые системы Чехии и Словакии, все на месте, все в порядке. То есть, если Чехия сможет получить, тогда и Словакия достанется. А если нет, то нет. Если говорить по процентам потребления газа, в Австрии до 80% это российский газ. Долгосрочный контракт между «Газпромом» и ОМВ, правильно читается, не ОМВ, а ОМВ, действует до 2040 года, но в том случае, если не будет продлен договор транзита, для «Газпрома» это форс-мажор, а для Австрии это головная боль, где, собственно говоря, искать. Если следить за европейской прессой, в Австрии как бы две группы какие-то одновременно. Есть компания ОМВ, которая очень хорошо себя чувствует, получая российский газ. Вот контракт, вот газ, вот моя распределительная система, вот мои подземные хранилища газа, у меня все в порядке. И политики, которые время от времени вылезают на трибуну и кричат о том, что хотят добиться независимости. Ну, вот в январе и посмотрим, как эта независимость будет выглядеть. Если говорить про скачок цен, ну, с одной стороны, реакция явно преждевременная, поставки как продолжались, так и продолжаются. С другой стороны, это все очень знакомо. Если брать итоги 2023 года, то вот по этому маршруту через Суджу было поставлено чуть больше 13 миллиардов кубометров за год, ну, то есть, грубо говоря, миллиард кубометров в месяц. Это уже было. Европейский Союз в такой ситуации сталкивался летом прошлого года, когда из-за аварии вышел из строя завод по сжижению газа Freeport LNG на территории Соединенных Штатов. Поставки СПГ шли в пересчете на обычные объемы порядка миллиарда кубометров. И в результате прошлым летом скачок цен 10%. Вот ровно такой же произошел сейчас. Отобрали миллиард кубометров, цена на 10% подпрыгнула, там даже на 12 почти получилось, потом подкорректировалась. Насколько продержится вот такая стоимость, сказать сложно, но пока, если с точки зрения «Газпрома», вообще все в полном порядке. Кто-то что-то где-то сделал, цены на 10% подскочили, газ как шел, так и идет, спасибо, помогли заработать. Правильно. Ну, это вот с точки зрения «Газпрома». То, что лично меня тревожит, что по этому же маршруту получала газ Молдавская Советская Социалистическая Республика. Вот ты опередил просто мой вопрос. Ну, соответственно, куда шло? Шло это на Приднестровскую ГРЭС. Приднестровская ГРЭС не только полностью обеспечивает электроэнергию Приднестровскую и Молдавскую Республику, но и 80% того, что необходимо самой Молдавии. Вот здесь сложно. Потому что в том случае, если украинский транзит будет прерван, то возникает вопрос, что делать с генерацией электроэнергии в Приднестровье. В Молдавии свои там прелести. Молдавское правительство, которое многократно радовалось вслух о том, что он наконец избавилось от российского газа, чуть ли не режим ЧС в энергетике объявляет, потому что действительно не понимает, что делать.